Всем привет! Вы на канале Frosty Summer. Сегодня мы расскажем про наше маленькое путешествие по прекрасной Барселоне и покажем яркие уголки этого города. Начнем с живописного места парка Цитадель. Путь к нему лежит через Триумфальную арку. Это сооружение было построено к открытию Всемирной выставки, когда город готовился встретить миллион гостей из 27 стран. Также она уникальна тем, что является единственным памятником в виде арки, построенной не в честь полководцев, императоров или завоеваний. Еще арку отличает материал. Она построена из красного кирпича, в отличие от многих подобных строений, выполненных из серого или бежевого камня. Красный цвет делает арку особенно торжественной. Этот монумент посвящен мэру Барселоны и главному организатору Всемирной выставки 1888 года. Замок Трех Драконов был построен для Всемирной выставки 1888 года и служил на ней рестораном. Вместо сноса после выставки в 1920 году здание стало домом для лаборатории Музея естествознания. Жемчужиной парка является фонтан-каскад. Он выполнен в виде триумфальной арки. Главной фигурой всей композиции является скульптура Венеры в морской раковине. Вокруг нее размещаются многочисленные мифические создания. В солнечную погоду фонтан выглядит просто бесподобно. Саграда Фамилия – самая посещаемая достопримечательность в Барселоне. Гауди начал строительство храма в 1883 году в возрасте 31 года. И с 1914 года посвятил ему всю свою энергию. На момент его смерти в 1926 году была завершена лишь четверть здания. Ожидается, что строительство завершится в 2026 году, приуроченное к столетию дня смерти Гауди. Весь процесс займет 144 года, в 10 раз дольше, чем постройка пирамиды Хеопса, и на 123 года дольше, чем строительство Тадж-Махала. Постройки храма финансируются исключительно средствами прихожан и пожертвованиями, а источником вдохновения Гауди была природа. Храм наполнен символами ее, особенно в потрясающих потолочных сводах высотой 60 метров, имитирующих кроны деревьев. 18 шпилей храма символизируют 12 апостолов, Деву Марию, 4 евангелистов, Иисуса Христа и создают уникальную архитектурную гармонию. Более 3 миллионов человек в год посещают храм, привлекаемые волшебной атмосферой. Некоторые посещают храм по несколько раз. В описании к видео мы оставим ссылочку на покупку билетов и бронирование посещения Саграда Фамилия, потому что это нужно делать заранее, иначе вы туда просто, скорее всего, не попадете. В далеком 2014 году каталонский художник воплотил уникальную идею стены поцелуя. Он использовал 4000 фотографий каталонцев, запечатленных в моменты своего счастья, свадьбы, дни рождения, материнской ласки и многое другое. Каждая фотография несет в себе заряд позитива. Свернув с главной пешеходной улицы Рамблы, мы попадем на Королевскую площадь. В ее строительстве поучаствовал и Гауди. Несмотря на название, короли на ней никогда не жили. По центру площади находится популярный и красивый фонтан Три Грации. Вокруг него растут шикарные пальмы, в кронах которых орут попугаи, завезенные в Европу Колумбом. Дом Мила в Барселоне – это последнее завершенное творение Гауди. После окончания работы он погрузился в строительство храма Саграда Фамилия, отказавшись от каких-либо других проектов. Фасад дома Баррио выглядит так, как будто дом построен из черепов и костей. Для работы над этим проектом Гауди вдохновлялся цветами и формами морской жизни. К примеру, цвета фасада – это цвета кораллов в естественной среде. Главным кафедральным собором Барселоны является собор Святого Креста и Святой Евлалии.
Красивейшая церковь в готическом стиле. По бокам здания можно увидеть гаргулий, которые олицетворяют грешников, сквозь которых текет вода, тем самым очищая их души. Увлекательная история моста вздохов в Барселоне. Его создатель, Жуан Рубио Бельвер, ученик и коллега великого Антонио Гауди, предложил снос части городских кварталов, не соответствующих готическому стилю, и возведение новых в неоготическом стиле. Однако проект столкнулся с жестоким сопротивлением и был похоронен. В утешение Рубио было разрешено построить знаменитый мост над улицей Епископа, который продолжает восхищать миллионы туристов ежегодно. Одно из поверий гласит, если пройти под мостом спиной вперед, глядя все это время в пустые глазницы черепа, и загадать при этом сокровенное желание, оно непременно сбудется. Одно из прекрасных зданий готического квартала Барселоны – дом архидиакона, внутри которого сейчас находится исторический архив Барселоны. Дом примыкает к римской стене, построенной в III веке до нашей эры. Гуляя внутри, также можно восхититься прекрасным садом и архитектурой дворца. Готический квартал – это живописный район с улицами и аллеями в традиционном староевропейском стиле, является настоящим сердцем Барселоны. Здесь сочетаются памятники Римской империи, гражданской войны и яркой современной культуры. На площади, названной в честь Рамона Беренгера, установлен памятник этому выдающемуся человеку. Он был правителем Каталонии, и при его власти значительно расширились территории страны. Центральная площадь готического квартала – площадь Святого Якова. На ней проходит фестиваль соревнования по сооружению кастелей, башен из людей. А по воскресеньям жители приходят сюда танцевать национальный танец сардану. Бакерия – это знаменитый рынок Барселоны, предлагающий богатый выбор свежих фруктов, рыбы и мяса. Он является одним из старейших рынков города. В Барселоне есть еще один очень стильный рынок – Сан-Антонио. Это был первый рынок в Барселоне, построенный за пределами городских стен. А по воскресеньям здесь проходит блошиный рынок. Уникальная особенность Барселоны в ее непревзойденных десертах и выпечке. Они так восхитительные, вкусные и свежи, что их хочется приобретать снова и снова. Практически любая кулинария вас порадует своими сладостями. В Испании представлено множество художественных галерей, каждая из которых предназначена для разнообразных вкусов и бюджетов. Там же при желании или на радостях и успешных покупках можно и потанцевать. Гуляя по улицам, вы встретите множество людей, которые наслаждаются жизнью под открытым небом. Здесь вас ждут уличные артисты и творцы, создающие уникальное искусство прямо на ваших глазах. А по пути к морю есть длинная стена с разнообразными граффити.
Площадь Испании – наиболее красивая и впечатляющая площадь каталонской столицы. Посреди площади находится фонтан со статуями, символизирующими процветание, веру, отвагу, искусство и коммерцию. Эта площадь была заметно перестроена к Всемирной выставке в 1929 году. С этой площади открываются невероятные виды на Национальный дворец Барселоны и волшебного фонтана у его оснований на горе Монжуик. Сад Рубио и Люч – это небольшая зеленая территория, которая занимает двор средневекового монастыря и больницы. Сейчас поблизости находится художественная школа, и в этом саду можно часто встретить ее учеников. Это сад в сердце мегаполиса, в котором царит тишина и покой, и можно отдохнуть на удобных тенистых скамейках. Барселонета – это район, где расположен знаменитый пляж. Изначально это было местом жительства моряков и рыбаков. Они первыми выбрали это место. Сегодня здесь благоустроенный туристический район с множеством баров, ресторанов, спортивных площадок и променада для спокойных прогулок вдоль моря. Во время пляжного отдыха местные торговцы предложат вам приобрести все, начиная от вещей и заканчивая едой. Барселона – это великолепный город с богатой культурой, уникальной архитектурой и захватывающей атмосферой. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!